Доброго времени суток, уважаемые сталкеры, вы на канале Nixon Play. Победителями в прошлом розыгрыше стали Сариманыч, Евгений Убер, Дункан Айдаха, Яна Афаня и Свой 89. Поздравляя, призы я отправил на кладовщика кухни Гурмана. Всем, кроме игроков сервера RO1 и RO2, свои призы вы получите 14 июня. Кому не повезло в этот раз, не расстраиваемся, для вас у меня новый розыгрыш на коробке со шлемом К6 забрала. Для того, чтобы принять участие в нем, тебе необходимо подписаться на канал и написать комментарий, не менее 5 слов, в котором обязательно укажи свой игровой ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги розыгрыша мы узнаем в следующем видео. Желаю удачи. SR3M, в простонародье сыр, находится на слуху у многих сталкеров. По редкости и сложности получения сравним, наверное, с АВП Dragon Lore в CS2. Не часто встретишь сталкера, бегающего с такой штурмовой винтовкой. И если вдруг захочешь купить себе такой автомат, то будь готов выложить свою почку. Ведь его цена в топ-моде примерно от 3,5 до 4 миллиардов, ребят. Не миллионов, а миллиардов. Стоковый я лично сам покупал за 2 миллиарда. Затем еще и коробок влил немеренное количество. Видео по его моду есть у меня на канале. Если интересно, заглядывай. Так как же получить редчайший SR3M, так еще и заработать немного? Об этом сегодня в видео. Желаю приятного аппетита, если кушаешь. Как известно, с выходом недавнего обновления SR3M можно получить из клановых поставок с весьма внушающим шансом примерно в 0,1%. Для того, чтобы получить такой мизерный шанс на получение SR3M, в клане нужно зарабатывать очки группировки, ходить на захваты, носить посылки и так далее. Ужас какой-то, да? Не спеши выключать видео, ведь все не так печально. Получить заветный SR3M может и одиночка, только немного иным способом и со 100% шансом. В игре есть данжи, за которые даются черные гильзы, и их немало. А еще за успешное прохождение данжи дается опыт, деньги и другие награды, которые с лихвой окупают затраченные на данж ресурсы. Всего в игре 7 данжей, за которые можно получить черные гильзы. Из них 4 данжа для группы из 5 человек и 3 соло данжа для одного человека. Соло данжи находятся: пикник на обочине, начало на вокзале, в квадрате D62 у Миши Кочегарова. За успешное прохождение ты получаешь одну черную гильзу. Аномальная Родео, квадрат D31, локация аэропорт, начало у доктора Гарина. За успешное прохождение дается 3 черные гильзы. И учение Свет, квадрат J21, локация черный лес, начало у профессора Пильмана. И за успешное прохождение дается также 3 гильзы. Эти данжи ты можешь проходить в соло и лутать в общем 7 гильз в день. Групповые данжи. Экспедиция в логово Паукана. Вход находится в квадрате H21, и для входа в данж нужно быть в отряде и поговорить с Тагиром, который стоит в пещере. За успешное прохождение ты получаешь 7 черных гильз. Дорога через топи вусов проведет в данж Костя Мазай, который стоит на костре в квадрате D11. Только вот учти, чтобы Мазай начал пускать тебя в этот данж, твой персонаж должен быть не менее 85 уровня. За успешное прохождение данжа ты получаешь 5 черных гильз. Путешествие к центру Земли. Вход в данж находится в квадрате E52 на локации Везувий. Твой персонаж должен иметь не менее 60 уровня. Подходи к терминалу, нажимай на него, и все, ты в данже. За успешное прохождение ты получаешь 7 черных гильз. Последний данж называется «И снова дорога во льдах». Вход в него находится на новой земле, острове Северном, в квадрате B43. Нужно поговорить с Востриковым, он отправит тебя на платформу, где и начинается прохождение. Успешно завершив данж, ты получаешь 7 черных гильз. Давай открою тебе еще один маленький секрет. Для того, чтобы увеличить вдвое получаемый в игре опыт, тебе нужен всего лишь активный премиум статус на твоем аккаунте. Так вот, именно его я и спрятал в этом видео. Смотри ролик внимательно и ищи спрятанный промокод. Нашел? Скорее вводи его в меню игры, так как он одноразовый, и забирай премиум статус на 30 дней себе. Также для новичков у меня есть отдельный подарок. Вводи в меню промокод Nixon и получай бесплатный премиум статус, бронежилет и другие расходники для упрощенного старта себе на аккаунт абсолютно бесплатно. Промокоды работают на всех серверах нашей любимой игры. Желаю удачи с поиском уникального промика с премиумом на 30 дней. В общем, за все эти пройденные данжи в сумме ты получишь 33 черные гильзы. Черные гильзы принимает любой специалист в зоне. Специалисты находятся в окрестностях Любича в квадрате J63, на Везувии в квадрате E21, на аэропорту в квадрате B33 и на Тунгуске в квадрате C23. У всех у них абсолютно одинаковый обмен. И если пролистать этот обменник вниз, то увидишь там нужный нам SR3M. Цена в обмене у него 6300 черных гильз. Несложно догадаться, что 6300 мы делим на 33, это сумма ежедневно получаемых гильз за пройденные данжи, и выходит грубо 191. 191 это количество дней, которое понадобится для того, чтобы заработать 6300 черных гильз и выменить их на SR3M. Уточняю, что это бесплатный способ, тебе не нужно ничего тратить, нужно только лишь играть. Давайте смотреть правде в глаза, и ежедневно проходить данжи немногие будут. Дела, лень и другие бла-бла-бла. Возьмем условно 365 дней. Это год. За год сделать себе SR3M вполне реально. Ты думаешь, это долго? Да не гони. Совсем недавно в игре был всего один данж. Это экспедиция в логово Паукана. За него дается всего 7 гильз. И ты только представь, что ежедневно в этот данж тебе нужно было ходить на протяжении
протяжении 2,5 лет, чтобы получить сыр. Сейчас же время добывания сыра сократилось в 1,5 раза, и получается, что фарм его упростили. Мало того, ты фармишь гильзы в этих данжах, так еще и персонажа качаешь, получая опыт, деньги и различного вида расходники, которые также можно продать или же использовать самому. Ежедневно на протяжении 191 дня проходишь все данжи, либо с отдыхом, но целый год, и обмениваешь свой новенький SR3M. В принципе, это и есть весь путь к получению редчайшего автомата без вложений. Да, придется попотеть, ведь 191 день это не шутки, но согласись, получить пушку ценой в миллиарды просто играя, это отличный вариант. Главное стабильность и немного терпения, а заодно прокачаешь персонажа, нафармишь кучу расходников и получишь массу опыта. Пожалуй, важный момент, как не сгореть за 191 день фарма. Не обязательно каждый день фармить до посинения. Пропустил пару дней, ничего страшного, лучше играть в удовольствие. А можно еще и чередовать. Один день соло данжи и один групповой, другой день только групповые данжи и один соло. Третий день можешь отдохнуть. Главное не заставлять себя, иначе надоест. А мотивация будет, ведь цель перед глазами. SR3M в твоем инвентаре. А стоит ли вообще тратить столько времени на SR3M? Давай посмотрим на плюсы. Во-первых, это самый мощный автомат в игре. Если его правильно замодить, сносит врагов вообще без шансов. Во-вторых, это его редкость. У кого есть SR3M, тот сразу притягивает взгляды. И люди в чате начнут спрашивать, где взял, как нафармил. Ну а ты с улыбкой скажешь, ни копейки не потратил, просто ходил в данжи. Вот такой вот путь к SR3M без вложений. Долгий, упорный, но зато честный. Если подойти с умом, фармить с друзьями, не выгорать и получать удовольствие от процесса, ты даже и не заметишь, как пролетят эти дни. А потом бах, и ты уже бегаешь с сыром, как настоящий ветеран зоны. А на этом у меня все. Благодарю, что досмотрел видео до конца, поддержи меня комментарием под этим видео и не забудь подписаться на канал, если до сих пор этого не сделал. Для меня это будет лучшей благодарность за мой труд. Увидимся в зоне, брат Сталкер, и не забывай, что в зоне выживает не сильнейший, а тот, кто не сдается. Иди, не мозоль глаза.